Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал, посвященный информационной безопасности, тестированию и вообще айтишной тематике. И не только, там еще разные ответвления есть в другую сторону. Сегодня будем говорить про очень интересную утилиту, которая называется Frida Script Runner. В моих прошлых видео вы могли видеть, как я пользовался утилитой Frida для того, чтобы, допустим, анализировать трафик с Android, для того, чтобы взаимодействовать с приложениями с помощью Frida скриптов. Ну, в общем, такие разные другие фишки я производил. Так вот, сегодня хочу поговорить про обертку для этого всего, которую нашел недавно. Называется Frida Script Runner. Без помощи команды строки, без всего этого ручного, просто можно гораздо проще взаимодействовать с Фридой. Естественно, что нам для этого вообще в принципе нужно? Ну, во-первых, скачать нужно непосредственно Frida Script Runner. Вот инструкция внизу есть. Кстати, красивое такое лого, да? Так вот, инструкция есть у нас внизу, есть как скачать. Git clone, потом pip3 install, потом запускаем Frida Script. И после этого уже открываем все это дело в браузере. То есть все довольно просто. Я уже скачал этот скрипт себе на компьютер, поставил все зависимости, вот requirements.txt, и все, после этого, в принципе, я могу уже использовать это все дело. Кстати говоря, смотрите, как красиво это смотрится. Естественно, у вас также должен на компьютере быть установлен эмулятор Android, который, допустим, поставляется с Android Studio. При этом эмулятор должен быть ручный. В прошлых видео я про это все уже говорил подробно, поэтому не буду останавливаться. Просто посмотрите прошлые видео на эту тематику. Кстати говоря, он работает не только с Android, но также с iOS. То есть, если хотите поэкспериментировать, то с iOS он тоже работает. Вот. Что нам для этого, в общем-то, нужно, чтобы все это дело запустить? Ну, во-первых, открываем, значит, Frida Script Runner, эту папку, куда я все скачал. Вот он у меня здесь непосредственно. Итак, открываю все дело в терминале. Естественно, это все может производиться не только в Windows, но также и в Mac, и в Linux. То есть это, по сути, не важно. Набираем, что здесь, Python, потом название скрипта. Frida Script Py. Запускаем все дело. После запуска команды у нас запускается сервер. Вот мы заходим на наш сервер. По сути, все готово для работы с Фридой. Вот у нас здесь есть наш эмулятор открытый, запущенный. Естественно, ADB Devices должно откликаться. То есть, по сути, этот эмулятор должен видеться системой. Это разумно и понятно. Естественно, после открытия утилиты Frida Script Runner можем видеть, что подключен эмулятор. Вот он здесь, версия Android. Потом другие фичи довольно-таки простые. Допустим, скачивание APK на наше устройство локально. Допустим, можем выбрать любой пакет. Допустим, VK Store. Download APK, и он должно после этого скачаться. А видите, почему-то у меня не скачивается. Говорит, не сработало, что-то не срабатывает. Но в принципе у вас должно все работать по идее. Ну, извините, open source утилитка не все идеально. Нужно разбираться, почему не работает. То же самое с iOS. Можно скачать пакеты и закачать можно пакеты. Вот то же самое есть. Можно также поставить пакет на устройство. В принципе, это совершенно нам не нужно, потому что можно использовать EDB push, EDB pull для этого всего. Тем не менее, вот такая фича есть. Надеюсь, пофиксируют эти баги и все будет работать. Возвращаемся обратно на главную страницу. И, собственно говоря, нас интересует вот это вот окно в первую очередь. Можем нажать Run Frida, и после этого у нас будут запускаться Frida скрипты. Довольно много разных скриптов, смотрите. SSL pinning, root check, то есть обнаружение того, что у нас устройство ручное, а некоторые приложения это все не любят. Поэтому если мы выберем какой-то скрипт, допустим этот, он у нас, по идее, должен обходить эту систему. Но, честно говоря, у меня почему-то не работает вот с этими штуками. Я писал кастомные скрипты, то есть специально для этого всего, и после этого оно отрабатывало. Давайте проверим в реальности, как это все работает. Для этого нам нужно что? Во-первых, Frida должна быть запущена на устройстве. Сейчас она не запущена. Поэтому давайте перейдем сюда. Во-первых, давайте EDB root наберем. Вот уже root, EDB shell. Заходим сюда и переходим туда, куда мы скопировали Frida сервер. Так вот, ребята, Frida сервер, опять же, я уже обсуждал в других видео об этом. И если мы зайдем сюда, вот releases Frida, вот frida.com, Frida releases, здесь можно скачать сервер. Ну вот, допустим, нужно скачать правильную версию для вашей платформы. То есть, если у меня это x86 эмулятор, то у вас может быть, допустим, ARM или любой другой. Ну вот они, собственно говоря, все здесь есть. Нужно скачать и просто скопировать этот файл непосредственно в эмулятор. Все. Я его скопировал, знаете куда? Data, потом local и потом TMP. Итак, набираем Frida сервер и вот такой вот значок, означающий, что процесс будет запущен, но никакого вывода не будет. Просто мы не будем видеть ничего, что происходит в нем. Просто удобно, чтобы запустилось и работало себе в фоновом режиме. Поехали. Видите, можем видеть номер процесса 1309. Все хорошо работает, все готово, в принципе, для взаимодействия с Frida Script Runner. Вот у нас Frida Script Runner, снова мы тут. Выбираем нужный нам пакет. Начнем давайте с обхода проверки root. Вот, допустим, Damn Vulnerable Bank App. Если я его просто открою, если оно у меня должно быть, Damn Vulnerable Bank App. Вот он, смотрите, я его открываю. И оно сейчас у меня не пойдет. Он скажет, phone is rooted, то есть телефон рученный и не хочет работать. Вот этот скрипт кастомный позволяет это все дело обойти. Ну что он делает? Во-первых, он говорит ему, что, допустим, проверяет, если видит файл superuser APK, он говорит, что этого файла на самом деле нет. То есть, по сути, обманывает приложение. Взаимодействует с приложением посредством Frida и говорит, вот этого файла здесь нет. Или, допустим, su. Он говорит, что это не root, ничего такое. То есть, все нормально, загружайся. То есть, по сути, Frida делает перехват сигналов приложения и говорит, что все нормально, проходи, дорогой друг. Вот. Если мы скопируем этот скрипт сюда вот,
Поставим галочку Use Custom Script. И, естественно, это не обращайте внимания, этот скрипт не будет запускаться наш кастомный скрипт. Выбираем здесь у нас, значит, Damned Vulnerable Bank App. И после этого нажимаем Run Frida. Естественно, вот эмулятор должен у нас открыт быть. Нажимаем Run Frida. И, естественно, смотрим, что происходит. Все успешно прошло. То есть таким образом был произведен обход этой проверки. То есть мы обманули приложение с помощью Фрида. И вот таким способом можно все запускать. Собственно говоря, это чуть проще, чем все это делать с помощью команды строки. Хотя, в принципе, там тоже несложно. Ну, давайте остановим это все дело, закроем наше приложение. Таким образом мы обошли эту проверку. Это первая проверка. Давайте вторую проверку попробуем. И вот какую. Точнее, не проверка, а просто хочется делать какие-то действия с приложением. Допустим, крашнуть приложение, чтобы оно развалилось. Может быть, нам нужно собрать какие-то логи. Может быть, что-то еще сделать. Ну, в принципе, вот можно такой использовать скрипт. Давайте его запустим-ка. И вставим сюда этот скрипт. И будем использовать другое приложение. Давайте для интереса попробуем что-то другое. Пускай будет F-Droid. Ну, магазин приложений open source. Пускай вот он крашнется. И давайте запустим. Кстати, говоря, логи здесь фридовские все показываются, поэтому можем смотреть вот тут, что происходит. И нажимаем Run Frida. И смотрим. Все, крашнулось. И видим, что крашнулось приложение F-Droid. И, собственно говоря, видим, здесь какой exception произошел. Exception здесь вот видно даже. Runtime exception просто сделался, и все. То есть вот такая вот, ребята, интересная утилита. Лично мне очень нравится, буду пользоваться. Чего-то не все фичи прекрасно работают, вот эти вот other features, да, почему-то еще не все допилено. Но, в принципе, даже в текущем виде мне все очень даже нравится. Тот факт, что я могу очень просто и быстро выбирать скрипты, выбирать пакеты, это довольно сильно экономит время. И советую вам попробовать в реальности это все. Ну, во-первых, и сделано красиво. Так что ребята прям вот вообще молодцы. Не реклама ни разу, но это реально классное приложение, которое позволяет нам быстренько делать какие-то вот такие действия и операции. В общем-то, да, буду пользоваться и советую вам тоже опробовать в реальной жизни, на реальных проектах. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал. Можете также поблагодарить меня материально, ссылочка есть в описании. Пока!